Дворец Мэривенд– это современный дворец, построенный в 1920-х годах и расположенный в туристической зоне Кала Майер в Пальма-де-Майорка. Здание было построено по заказу художника Хуана де Саридакиса, который и жил там до своей смерти. В 1973 году поместье было продано тогдашним принцем Испании Хуану Карлосу и Софии. Сад отделен от дворца, и в него свободный доступ всем желающим полюбоваться садом и посмотреть скульптуры скульптора Жоан Мира и Ферра. Жоан Мира и Ферра под влиянием испанского языка пишется так же, как Хуан или Хуан. Жил с 1893 по 1983 году. Скончался здесь же, в Пальма-де-Майорка. Это каталонский или испанский художник, скульптор и график. Направление его творчества – абстрактное искусство. Наименование скульптуры «Фигура». Сделана в 1981 году. Она из бронзы. Вот еще раз крупным планом. Это статуя современного искусства. Это карта этого сада. Вот вход. И теперь вот здесь вот ходить по этому парку и снимать, что здесь находится. А это схема парка, на которой обозначено, какие растения здесь растут. Каждое растение имеет свой номер. И вот здесь они описаны. То есть желающие могут разобраться, где, что, как посажено. Следующая статуя того же автора, также называется «Фигура», сделана в 1976 году из бронзы. И я вот обойду эту статую. Фигуру. Вот такое произведение искусства. Жоан Мира – известный современный художник. Он создал масштабное керамическое панно для Гарвардского университета, Барселонского аэропорта и стеклянного павильона Всемирной выставки в Осаке и многое другое. Следующее произведение этого же автора сделано из бронзы. Надпись вообще непереводимая, то есть с испанского языка не переводится, с английского не переводится. Может быть, это на каталонском, не знаю. Ну, вот ваше воображение, что здесь изображено. Очередная картина этого автора. Попытка перевести название фигуры не получается, потому что переводчик показывает, что это не испанский, а иногда турецкий, но не английский. И потом дает какое-то бессмысленное слово. Поэтому что имел автор в виду, это вы сами решайте. Возле растений стоят бирки, которые отмечают, говорят, что это за растение. Это пальма. Вот такая интересная пальма. И плоды ее. Очередная скульптура, но она уже сделана в 1977 году. Автор тот же самый. Попытаюсь сбоку немножко показать. Следующая скульптура выполнена в 1970 году. Вот здесь интересно вот это дерево. Это плоды его. А под деревом находятся кусты. Это одно и то же растение. Все зависит от того, как его выращивать. Его можно выращивать как кустами. Вот такой вот заборчик.
обрезая вовремя, так и вырастет дерево. Вот такое большое дерево. Следующая скульптура. Создана она в 1969 году. Вот такая скульптура в виде скамейки. И вроде как это человек лежащий. Да, вот ноги. Ну, это женщина, грудь вот. И там, наверное, вода должна быть, не знаю. Очередная бронзовая скульптура. Мандариновое дерево. Вот такие мандаринчики зелененькие. И под ним очередная скульптура. А это вид на эту скульптуру сзади. Что-то похоже на ветряную мельницу. Мандариновое дерево и очередная скульптура. Все-таки это парк, его главное назначение. И я хочу показать немножко красивых цветочков. Кустики и вот такие красивые цветочки. Арка из кустов. Вот такие цветочки над аркой. И вот такие цветочки. Такие оранжевые цветочки на кустиках. Финики. А спереди это бананы. Банан – это трава, это не дерево. Ну, про банан у меня много фильмов есть. Бамбук. Делаю обзор парка. Сюда проход к Королевскому дворцу закрыт. Парк посмотрели. И выхожу через эти ворота в город. Спасибо этому парку. На этом я закончил этот фильм. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С уважением, Алекс Байкер. Смотрите следующие фильмы.